В Древнем Китае жил-был буддийский учитель. И была у него прекрасная ваза из дорогого, изысканного фарфора, вся инкрустированная драгоценными камнями, вдобавок подарок его старого друга, именитого на весь Китай мастера. Каждому, кто приходил в гости, учитель с гордостью показывал эту красоту, и каждый соглашался, что перед ним подлинное произведение искусства. Но вот как-то раз в гости к учителю зашел рукожоп. И когда учитель вернулся в комнату и обнаружил на полу миллионы сверкающих черепков, гость приготовился к худшему. Ведь учитель был известен своим крутым нравом и частенько брался за бамбуковую палку, чтобы наставить непонятливых учеников. Но вместо того, чтобы обрушить гнев на незадачливого посетителя, учитель, как ни в чем не бывало, взял веник и, мурлыча под нос веселую мелодию, начал подметать осколки. И тогда гость с дроганием спросил: «Учитель, неужели вы ни капли не расстроены тем, что я только что разбил вашу любимую вазу? Неужели она не была вам дорога?» Учитель поднял смеющиеся глаза на бледного от волнения гостя, ободряюще улыбнулся и сказал: «Но пока что ответ учителя может показаться вам несколько странным, и прежде чем мы снова дадим ему слово, перенесемся из сказочных локаций Древнего Китая». Нет, это у нас, конечно, не Древний Китай, но все же в нашу повседневную серую действительность. В мире бушует настоящая эпидемия тревожного расстройства. По данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 год, 264 миллиона человек по всему свету страдают от этого недуга. И это в 2017. В 2017 еще ничего не знали про 2020. И эти цифры выводят тревожное расстройство на первое место в списке самых распространенных психических заболеваний. Возможно, дело еще в том, что оно включает в себя несколько разновидностей, и каждый может выбрать то, что ему больше по душе. Но у всех версий тревожного расстройства есть нечто общее – беспокойство или страх, которые несоразмерны поводу или вообще не имеют повода и мешают нормально жить. Но я хотел бы поговорить о менее радикальной форме тревожности, о тревожности, которая стала вариантом нормы. Вот скажи, у тебя бывают приступы беспричинной тревоги, когда, казалось бы, все хорошо и тебе должно быть спокойно и радостно, но вот все равно что-то гложет? Если да, то напиши об этом в комментариях, а мы потом почитаем и порадуемся тому, как нас много. И вот одним утром в тебе поселяется какая-то внутренняя дрожь. Ты начинаешь искать возможные объяснения этому состоянию и действительно откапываешь несколько мелких неприятностей, что как камушки в ботинке впиваются в тебя в фоновом режиме. И ты, сломя голову, бросаешься улаживать житейские проблемы, что, конечно, похвально и мужественно, но почему-то как тебе было стрёмно и волнительно, так и остается. Тут волей-неволей задумаешься, а действительно ли дело в этих неприятностях? Или тревога возникла независимо от них, а объяснение ей ты уже притянул позже? А истинная причина, как водится, значительно глубже и неочевиднее. Нет, я не веду к тому, что нужно сложить руки и забить на все свои проблемы. Просто нужно допустить в жизнь долю разумного пофигизма. В Древней Греции такой пофигизм культивировал Зенон Китийский, а еще, например, Диоген Вавилонский, который, кстати, и познакомил римлян с искусством вовремя запить хрен. В Риме самыми видными представителями течения стали Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий. Называли они себя, конечно, не пофигистами, это как-то не солидно для таких фигур, а стоиками. И сегодня их идеи становятся как никогда востребованными. Ведь лишняя тревожность, которую по силам развеять, следуя принципам стоицизма, может с полным правом величаться болезнью современности. Есть гипотеза, что корень тревожных расстройств лежит в так называемом эволюционном несоответствии. Это когда образ жизни, которому нас наряжала эволюция, так круто переменился, что наша программная начинка оказалась не готова к новым условиям существования. Если конкретнее, то человеческая психика попросту не рассчитана на такое громадное количество социальных контактов. Она не обновлялась со времен каменного века, который по эволюционным меркам закончился только 5 минут назад. Тогда мы жили в небольших племенах, знали всех соседей в лицо, а встреча с чужаком отзывалась в нас самым настоящим стрессом, ведь кто знает, что у него на уме и зачем ему эта палка. И вдруг этот пещерный человек, правда уже в деловом костюме и с айфоном в руках, оказывается в многомиллионном мегаполисе, где такие чужаки попадаются на каждом углу. Конечно, тут волей-неволей кукуха засвистит.
Еще один новый источник тревожности открылся благодаря соцсетям. Листая ленту в Инстаграме, мы видим вылизанную, отшлифованную жизнь других людей, наполненную только радостями и яркими событиями. Создается иллюзия, что в сравнении с ними мы тянем скудное, однообразное существование. Следом возникает чувство зависти и неполноценности, выливающееся в депрессию и тревожность. Нам кажется, что пока остальные наслаждаются жизненным пиром, мы вынуждены довольствоваться какими-то объедками с этого роскошного стола, а жизнь проходит мимо. И тогда нас до кучи пробирает так называемый страх упущенной выгоды, от которого, по некоторым данным, страдают аж 56% пользователей социальных сетей. Нам кажется, что каждую секунду происходит что-то очень интересное, а мы это все пропускаем, ведь в нашей новостной ленте жизнь бурлит и искрится, и фонтанирует, люди постоянно путешествуют, ходят на выставки, пробуют деликатесы, гладят котов, а ты идешь на кухню, чтобы разогреть макарошки. Да. И тогда ты бросаешься в отчаянной попытке доказать всем вокруг себя, но в первую очередь, конечно, себе самому, что ты живой, что у тебя тоже все очень интересно и насыщенно. Но вот проблема. Ты осуществляешь это единственно принятым здесь методом, не путем создания наполненной событиями и смыслом жизни, а ее видимости. И даже в самые прекрасные моменты, когда лучше, что ты можешь сделать, это заткнуться и наслаждаться, ты маниакально загоняешься, как бы получше выбрать ракурс, чтобы все узнали, на каком крутом концерте ты побывал. Потому что, как известно, если что-то не было увековечено на твоей страничке, значит этого не было вообще. Но технологические причины тревожности, как ты понимаешь, лишь самая верхушка айсберга. Еще одно объяснение, на мой взгляд, гораздо более фундаментальное и вневременное, я с твоего позволения припасу для финалочки. А пока что вернемся к Зенону и Синейке и посмотрим, какое решение предлагают эти ребята. Относиться к жизни стоически не означает быть деревянным стуканом, которого ничем не пронять. Стоицизм – это в первую очередь про верный анализ ситуации. Стойки предлагают универсальный алгоритм, именуемый дихотомией контроля. Эпиктет расшифровывает этот принцип следующим образом. Некоторые вещи находятся в нашей власти, тогда как другие нет. В нашей власти мнение, стремление, желание, неприятие. Вне нашей власти наше тело, имущество, репутация, государственная карьера. Иначе говоря, мы можем контролировать только наше поведение, но не его результаты. Если еще более сжато, не парься из-за того, на что не можешь повлиять. Поэтому нет смысла волноваться из-за итогов завтрашнего собеседования. В исход может вмешаться все, что угодно. От внезапно закрытой вакансии до плохого настроения интервьюера. Единственное, что ты можешь сделать, это изучить всю доступную информацию по компании, заранее подумать, кем ты себя видишь через 5 лет, погладить рубашку. Ты в состоянии повлиять на результат лишь опосредованно, но решение о твоем приеме в штат находится вне зоны твоей ответственности. Поэтому волноваться о результате глупо и вредно. Делай, что должно, и будь, что будет. И если в рамках своих возможностей ты действительно приложил все требующиеся от тебя усилия, то даже потом, когда тебя, осыпая бранью и проклятиями, в зашей погонят из офиса, ты будешь вправе сказать себе: ну, я хотя бы сделал все, что мог. И поверь, это одна из самых ценных и примиряющих с самим собой фраз, которую только можно представить. А вот еще один способ применения дихотомии контроля, когда тебе предстоит какой-то трудный и пугающий путь. Ну, например, жизнь. Осип Андреевич – алкоголик, в смысле может бросить в любой момент. 1 января, после разудалой ночи, ему является дух его покойной прабабки и многозначительно грозит пальцем. Впечатлившись увиденным, наш герой дает призраку зарок не пить весь оставшийся год. Прабабку это новогоднее обещание вполне удовлетворяет, и она растворяется под потолком. 2 января Андреич уже с тоской глядит на календарь, а сердце его полно тревоги. Впереди еще целых 364 дня, и клятвы подобного рода было бы стратегически правильнее давать в конце декабря, но никак не в январе. Ему кажется, что он взял на себя слишком много. И это действительно так, но лишь в психологическом смысле. Незачем, Осип Андреевич, думать про целый год. Начни с того, что откажись от выпивки хотя бы на сегодня. Это же тебе по силам, Пустяк, говоришь? Ну вот. А завтра повтори этот пустяк еще раз. И так во всем. Не изводи себя мыслями о тяжести всего пути. Но выкладывайся в каждый отдельно взятый момент. Сфокусируйся только на том, что зависит от тебя прямо сейчас. А с тревогами завтрашнего дня пусть разбирается
завтрашний ты, который, кстати, будет опытней и подготовленней тебя сегодняшнего. Тревоги не бьют в лоб, они изматывают и отравляют жизнь потихоньку, капля за каплей, прячась под завесой бессонных ночей. В этом и заключается их опасность. Со стороны может показаться, что ничего особенного не происходит, тогда как человек выпадает из течения жизни, сжимается в клубок из нервов, дыхание его сбивается, а аппетит пропадает. Но в этом и их слабое место. Они обитают в мутной воде беспорядочных образов и предчувствий, подплывают к самой поверхности, чтобы слегка показавшись над водой напугать тебя, но никогда не выныривают полностью, потому что иначе ты увидишь, что они ничего собой не представляют, и перестанешь их бояться. Поэтому, чтобы победить их, нужно шагнуть им навстречу, нырнуть к ним в самый омут. Ведь, как показал Данте, единственный способ выбраться из ада – это спуститься в его самое сердце. Древние римляне называли это premeditatio malorum – предвидение бед. Это мысленное упражнение, предложенное стоиками, в ходе которого ты представляешь все самое плохое, что только может с тобой произойти. Синека писал: «Репетируйте их в уме. Изгнание, пытки, войну, кораблекрушение – все исходы нашего существования должны быть всегда на виду». Кроме того, что предвидение бед готовит тебя к любым поворотам судьбы, оно делает еще кое-что важное. Разоблачает раздутые и пустые страхи, которые прикидываются не меньше, чем вселенским апокалипсисом. Вот твоей зарплаты перестало хватать на проезд до работы, и ты решаешься попросить своего начальника о повышении, и за несколько дней до назначенной встречи ты начинаешь чувствовать какое-то странное подсасывание под ложечкой. И, о нет, это не просто привычное чувство голода, к нему теперь примешивается нечто новое, а именно дикое волнение из-за предстоящего разговора. Именно в этот момент спроси себя: а что, собственно говоря, ужасного может произойти? Нарисуй самые кровожадные исходы из всех, что только способна вынести твоя психика. Топот, вопли, обвинения в стяжательстве и в крыстолюбии, выговор, занесение в личное дело, увольнение, изгнание за черту города. И ты поймешь, что реально грозит тебе только отказ, который в одиночку вряд ли сумел бы тебя так напугать, а все остальное – это лишь расплывчатые и неоформленные тревоги. Так любой монстр, глядящий на тебя из темноты комнаты, при наведении на него луча фонарика не заводится до накинутого на стул пиджака. Ну или нет. Тревога существует не только для того, чтобы отравлять жизнь, но и спасать. Абсолютно спокойные и позитивно настроенные австралопитеки, выходя из пещеры, частенько говорили своим соплеменникам: «Чё вы ссыте, нет там никаких львов», и почему-то никогда не возвращались. Тревога вшита в наш мозг от рождения. Человек запрограммирован испытывать удовлетворенность и беспокойство. Одно из базовых учений жизнерадостного буддизма начинается с утверждения, что жизнь человека есть сплошной поток страданий, начиная от мук рождения, продолжая житейскими горестями и разочарованиями, болезнями и разлуками, заканчивая старостью и смертью. Да, боль неизбежна. Уже рождаясь на свет, только этим вы подписываетесь на ее регулярную доставку. Да, боль неизбежна. А вот страдание факультативно. Чтобы донести эту мысль, Будда рассказывал о двух стрелах. Когда с тобой происходит что-то плохое, скажем, ты роняешь свой любимый телефончик в лужу, это первая стрела. Уже это одно событие само по себе доставляет тебе известную порцию боли от утраты верного друга и бесценных записей в заметках. Но и это еще не все. И следом за первой стрелой ты берешь и выстреливаешь в себя еще раз. Как же ты это делаешь? Да проще простого. Самобичеванием, прокручиванием этой ситуации в голове, бесконечно возвращаясь в прошлое и думая: ах, почему же я не закрыл карманчик на молнию? Ах, зачем я выходил из дома? Почему со мной вечно происходит подобное? Какой же я лошара? А что будет, если разделить стоимость этого телефона на мой ежедневный заработок? Интересно, сколько теперь дней мне придется проработать бесплатно? И это вторая стрела, которая острее и болезненнее первой, совсем не обязательно. Ее запросто может и не быть, если, конечно, ты сам этого захочешь. Как же ее предотвратить? 7 бед, 1 ответ. Практика осознанности, о которой, кстати говоря, мы уже рассказывали в одном из прошлых роликов. Фишка в том, чтобы научиться ясно видеть все происходящее в своем уме и не превращаться в неконтролируемую реакцию из злости и досады, а замечать момент, когда ты уже готов спустить тетиву, но не стрелять, или стрелять, но лишь для того, чтобы проводить ее взглядом. Ведь, как учили стоики, нет смысла переживать из-за того,
что ты не в силах поправить. Буддисты знают толк в страданиях. Даже удовольствие, по мнению буддизма, есть лишь разновидность страдания. Ибо в сердцевине всего хорошего, что с тобой только может произойти, изначально заложен страх и терзание от того, что это однажды кончится. Этот уровень страдания называется страданием перемен. Оно возникает из-за чудовищного расхождения между природой человека и тем, как устроена жизнь. Человек до ужаса любит присваивать, накапливать, хватать и удерживать. Это касается и материальных благ, и общественного статуса, и отношений. Одна лишь мысль, что он может потерять или упустить что-нибудь, приводит его в состояние неконтролируемой тревоги. Есть даже такая универсальная психологическая черта, как избегание потерь. Суть ее в том, что боль от утраты 1000 рублей сильнее радости от приобретения этой же суммы. И поэтому человек стремится всячески поддерживать сложившийся статус-кво и не растерять того, что уже имеет. И чем больше по ходу жизни он обрастает всевозможными видами собственности, чем больше вещей он успевает пометить ярлычком «моё», тем маниакальнее становится его тревога, а жизнь в ее постоянной зыбкости и изменчивости совершенно не соответствует этой тяге захватывать и удерживать. Да вы сами без меня прекрасно знаете, какова она, эта жизнь. Назовите все, что угодно из того, что вы имеете сейчас и чем дорожите, и с вероятностью в 100% рано или поздно вы лишитесь этого. Не получив то, что хочешь, ты страдаешь. А если и получаешь, то все равно страдаешь. Потому что не можешь удержать это вечно. А страх потерять, тревога из-за того, что и это тоже пройдет, отравляют самые прекрасные моменты. И человек одержимо хватается за телефон, чтобы хотя бы на фотографии заморозить свое счастье. Устраивает сцены ревности, чтобы удержать любимого или любимую рядом. Болезненно перепроверяет количество лайков и подписчиков, чтобы убедить себя в реальности своей популярности. Страшится увольнения, разорения, наводнения, потому что все это, и даже выскользнувшая из рук ваза, кричат об обреченности человека в попытке удержать саму жизнь. А тем временем, где-то в древнем Китае, учитель поднимает смеющиеся глаза на оторопевшего гостя, который только что уничтожил самую большую ценность в его доме, и отвечает: «Ну почему же мне очень нравилась эта ваза? Каждое утро, когда в комнату закрадывались первые лучи солнца, я наслаждался игрой света на ее камнях и с благодарностью вспоминал своего друга и его мастерство. Летом я приносил в дом полевые цветы, и вы не представляете, как ей шло их благоухание. Глядя на нее, я испытывал вдохновение создать что-то такое же прекрасное и гармоничное. Я очень любил эту вазу. Но всякий раз, когда я любовался ею или прикасался к ее хрупкому фарфору, для меня в моем сознании с самого первого дня она уже была разбита». За свою жизнь мне довелось пройти через множество ужасных вещей. За свою жизнь мне довелось пройти через множество ужасных вещей. За свою жизнь мне довелось пройти через множество ужасных вещей. Некоторые из которых даже произошли на самом деле.